Уважаемые телезрители, сегодня суббота, 18 апреля, и в клубе «Что, где, когда» продолжается экспериментальная серия, которая теперь состоит из нескольких мини-сериалов. Для тех, кто не смотрел первую игру, коротко правила. Знатоки теперь играют тройками. В каждой игре есть главная тройка. Задача главной тройки – выиграть 2 игры с разными приглашенными тройками, и тогда состоится финальная игра мини-сериала. Краткое содержание предыдущей серии. В первой игре своего мини-сериала тройка Анастасии Шутовой при помощи тройки Дарьи Любинской сумела одержать победу над телезрителями со счетом 6-4. А сегодня постарается одержать вторую победу подряд и выйти в финал. Продолжение следует. На вторую игру своего мини-сериала Анастасия Шутова весьма неожиданно пригласила тройку Кима Галачана, инженер Юрий Филиппов, физик Денис Мишин и обладатель хрустальной совы Ким Галачан. А в главных ролях сегодня учитель Александр Мосягин, бизнес-консультант Артемий Анцупов и лидер главной тройки, обладательница хрустальной совы Анастасия Шутова. Против 2 троек знатоков сегодня играют Роза Мамилова, Джейрак, Михаил Лоскутников, Углич, Анна Парфенова, Санкт-Петербург, Галина Зимницкая, Витебск, Сектор Блиц, Сарвар Касимов, Учкудук, Александр Линев, Красноярск, Алексей Кулагин, Казань, Сектор Суперблиц, Анатолий Кончиц, Подстёпки, Андрей Колесников, Ливны, Ирина Фомина, Великий Новгород. 13-й сектор. Мини-сериал Анастасии Шутовой. Игра вторая. Телезрители против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Вам удалось одержать победу в первой игре и вдобавок еще сэкономить минуту на размышление, которую вы сможете использовать сегодня. Более того, вы не использовали помощь магистров, которая вам сможет помочь сегодня. И это очень важно, ведь только победа в этой игре приведет вас к финалу. В случае победы телезрителей ваш мини-сериал закончится прямо сегодня. Иначе придут другие герои. Все понятно. Углич. Против вас играет менеджер Михаил Лоскутников, город Углич, Ярославская область. Внимание! Богач Жи. Богач Жи – это корейский черпак из тыквы. У корейцев есть выражение «скрести по черпаку из тыквы». Вот примерно так. Госпожа Шутова, хотите, попробуйте. Вот, отлично. Значение этого выражения, Анастасия, схоже с одним русским выражением. Но у нас не скребут, а выполняют совсем другое действие. Внимание, вопрос. Что же это за действие и кто у нас страдает при этом?
Денег нет, если... Кого-то бьют баклуши? Нет, что-то под... Кто Смотрите, страдает? либо звук, либо то, что нужно выскребывать. Что-то последнее. Бить баклуши? Что-то последнее. Ребята, кто страдает при Дойти этом? до ручки, типа, затянуть пояса, Нет, что-то такое. непонятно. Кого-то Здесь резать, есть... церковная мышь. Если нечего, вот дойти до ручки, там доедать что-то последнее, там... Числилось? Что непонятно. делают у нас? Нет, что за действие? И кто Железо по страдает? стеклу, там вот что вот еще. Это черпак, там еда. Если что-то скрести, значит, что-то последнее достаешь. Да, я понимаю, вот Голод не тетка, каши не сварит. Вот что-то вот Скрести кушать не кушать хватает. Мышь повесилась в холодильнике. Да, Мышь, да, мышь, это кто? Это я уже говорила, да. Баклуши не нравятся, да? Кто страдает, когда бьешь баклуши? Кого-то бьешь. Что за действие и кто страдает? Ну, мы выполняем другое действие, понимаешь? Выполняется совсем другое Не, действие. не мы выполняем, А выполняется если переходишь другое на действие. какую-то совсем плохую пищу? Итак, Господин ведущий ответит Ким Галачян. прошу вас, Ким. Господин ведущий, мы предполагаем, что когда ты скребешь вот по такому предмету, вот этому... Черпак из тыквы. Да, черпак из тыквы, пока чижи или что-то в этом духе, означает, что уже есть совсем нечего. Вот. В нашем случае мы говорим, что в холодильнике мышь повесилась, то есть действие повесилось, кто мышь. Понятно. Страдает мышь. Мышь? Почему нет? А теперь, внимание, правильный ответ. В зале светлые мысли существуют? Червячка заморить. Червячка заморить. Так. Светлых больше нет. Госпожа Шутова, господин Галачан, как вы считаете, скребет по черпаку из тыквы кто? Бедняк. Ну, Вообще на кухне кто? Повар. Ну, вообще женщина, нет? Женщина же скребет. Ну, я не знаю, но я предполагал, что это то есть из чего едят, но, возможно, неправильно понял. Скрести по черпаку из тыквы, Ким, это делать что-то монотонное и не очень приятное окружающим. Лягушку съесть? Нет. В Корее женщины скребут, а у нас, Анастасия, посмотрите, пилят. Анастасия, можете попробовать. Хорошо, что Ким Галачан от вас далеко. Ким, скрести по черпаку из тыквы — аналог выражения «пилить мужа». Анастасия, вы пилите мужа? Я, видимо, не в материале, господин ведущий. 1-0 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Михаил Лоскутников из Углича. Интересы знатоков в этом сезоне защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. В экспериментальной серии мне вообще хотелось увидеть, как знатоки будут справляться с новыми обстоятельствами. Андрей, как вам кажется, в первой игре им это удалось? Господин ведущий, отвечу немножко по инженерному и чуть-чуть издалека. Вот в каждом промышленном атомном реакторе, независимо от того, это атомная станция, подводная лодка или ледокол, есть так называемые образцы свидетелей. Это пластины, сделанные из того же материала, из которого изготовлен корпус реактора. И поэтому каждую ремонтную компанию из года в год эти образцы извлекаются, отправляются в лабораторию, изучаются, и по их состоянию определяется состояние корпуса реактора. И представляете, ситуация, когда есть уже мощные суперкомпьютеры, математические модели, там цифровые двойники, все, что есть у Росатома, это не заменяет реального изучения, реального образца сложной технологической системы. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, в прошлой игре все получилось, да? Ну, потому что счет такой. Но это другой вопрос, будет ли получаться дальше. А это сложный вопрос, не поддающийся прогнозированию, сложные правила, вариативность игроков. В конце концов, кстати, вопрос, устала ли ведущая тройка, тоже очень большой вопрос. Поэтому будем изучать ситуацию в моменте. Андрей, вы знаете, ну вот на мой личный взгляд по первой игре мы увидели, во всяком случае я увидел, новое состояние знатоков. Такое состояние, знаете, вот как там родителей нет дома, или там учитель вышел из класса, или там муж уехал в командировку. В общем, свобода, другими словами. Вам так не показалось? Очень показалось, как будто в школе без учителя. Да. Посмотрим.
Второй раунд. Госпожа Шутова, первую игру в роли лидера вы прошли вполне достойно. Скажите, а у вас появилось какое-то новое ощущение от игры? Сложно сказать, потому что сейчас по факту другие люди за столом. Ну, да, появилась. От той игры? От той появилась. Появилась. Да. Анастасия, но сегодня муж в командировке — это не про вас. Ким напротив и глаз с вас не спускает. Состояние другое? Другое. Абсолютно. Другое. Я, кстати, пилу могу вам подарить. Блиц. Спасибо. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Уважаемые телезрители, напоминаю, в экспериментальной серии Блиц играет только главная тройка. Приглашенная может передохнуть. Передохните, приглашенная тройка. Господин ведущий, а Да. я правильно понимаю, что у нас есть помощь клуба на Блице? Помощь клуба на один из вопросов Блица у вас есть. И приглашенные тройки тоже. Ну, соответственно, никто им рот не заткнет. Итак, 3 телезрителя против тройки знатоков. Чтобы заработать очко, знатоки должны ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Господин Мосягин, Да, господин. Нана Ксаниди из города Салоники сама сняла свой вопрос. Внимание на экран. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Сегодня мы находимся в Барселоне, на бульваре Грация, одной из самых достопримечательных улиц мира. Наше внимание привлекли вот эти уличные фонари. Прямо под фонарями расположены вот такие лавочки. На них приятно посидеть и отдохнуть. Если посмотреть на фонари со стороны улицы, то можно увидеть 2 дверцы, которые никак не используются сегодня. Внимание, вопрос. Как использовались эти дверцы? Желаем удачи. Огонь там разводили, чтобы было тепло сидеть в холодное время, да. Это как дверцы печки. Хорошо. Хорошо, мне нравится. А что А сейчас- еще? сейчас- Подъезжает кто-то на коне, допустим, какая-то повозка. Вот что раньше Что-то было, складывать сейчас нет. можно было туда, например. Сено, ну, они Может, примерно, класть наверное... что-то, Они что- топливо для фонарей, они, Класть- может быть, не электрические класть были. что-то, что не Мне намокло. нравится. Фонарное Хорошо, масло, сейчас например, электрические, да, тогда были нет. Ну, Мне масло. нравится. Кто отвечает? Отвечает Артемий Ансупов. Артемий Анцупов. Прошу вас. Ну, нам кажется, что эти фонари раньше могли быть не электрическими, да, и вот в этих вот дверцах могло храниться фонарное топливо, например, масло для масляных фонарей. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Артемий. Вы это говорили с первой секунды? Я и это, и не это тоже говорил с самого начала. Ну, мне как-то я расслабился, вы как-то сразу ответ правильный дали, я отвлекся, а вас куда-то увело. Зимой каменные скамейки подогревали, открывали дверцы и подкладывали угли. Да вы же это вначале говорили, что просто было. обогревать, а не хранить фонарное масло. Перемудрили, что-то как-то в Блиц, Артемий, у вас 2-й раз подряд, кстати. У вас есть правильная версия, отвечаете вы другую. Ну, господин ведущий, нам показалось, что, как скажем так, если говорится, что раньше, то вот мы подумали про какое-то прошлое до электрификации. 2-0. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Нана Ксаниди из города Салоники. Интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте. Скажите, а вам было интересно на первой игре? Вы знаете, я не фанат мыльных опер, но, честно говоря, первая серия была интересная, за исключением 2 моментов. Первое, не выпал 13-й сектор, меня это разочаровало. Ну и знатоки выиграли, соответственно, телезрители проиграли. Может быть, потому что 13-й сектор и не выпал. Поэтому... То есть вы за 13-й сектор? Нет, я за телезрителей. Но хотел бы обратиться к телезрителям и напомнить, что если вы отправили хороший вопрос в 13-й сектор и компьютер его не выбрал, не переживайте, отправьте его еще раз. И еще раз, пока он не выпадет, и, естественно, вы не победите. Спасибо вам, Алексей. И адрес 13-го сектора alfabank.ru 13alfabank.ru. 3-й раунд.
Господин Мосягин, ну что, тяжело блицы втроем играть, да? Ну, блицы всегда нелегко играть, втроем еще тяжелее, да. Смотрите, Александр, в команде Максима Поташова вы были как бы защищены опытными игроками. Сам Максим, Владимир Степанов. А теперь родителей нет дома. И вы, Александр, и есть первая скрипка. Скажите, вам трудно справляться вот с этой новой ролью? Я не чувствую себя первой скрипкой, но действительно игра в команде идет совершенно по-другому, но точно не хуже. Подстёпки. Против вас играет технический директор Анатолий Кончиц. Село Подстёпки, Самарская область. Госпожа Шутова, удивительно, но в одном небольшом российском городе нет ни одного трамвайного маршрута. Зато есть трамвай и трамвайная линия. Внимание, вопрос. А что еще есть в этом городе? Река, например. Речные трамваи, да. Смешно, просто Ну, река. вообще, что значит нету ни одного маршрута? Вообще по реке, наверное, там они если есть. не по маршрутам ходят, а как там? Ребят, это Мосфильм, Какие-то такси. Мосфильм какой-нибудь, съемки, там можно... А что там? Ну, студия съемочная там это не есть, город. понимаете? Это не город. А Где звездный есть- городок где есть у нас какой-нибудь? известный Нет? трамвай? У тебя, да, у тебя не работающий трамвай, не работающая линия. Где-то это все снимают. А музей какой-нибудь трамвай? Ну, это отлично трамвай. Паров. А почему, паром. почему может ходить еще трамвай? Они туда не ходят. По рельсам ходят. Это не маршрут, он туда-сюда Может, там курируется лодки по какие-то. мосту. Что или- еще есть в этом Они не городе? должны ходить, да? Хорошо. По рельсам, по А лодкам. завод трамвайный Кстати. производит Производят. вагоностроительный трамвайный завод. А трамвайные линии зачем? Чтобы тестировать, для тестирования трамваев. Для тестирования трамваев. Трамвайный А маршрут. вопрос, в чем у нас был город назвать? Что еще есть в этом городе? Итак, кто отвечает? Давайте снова попробует Артемий Ансупов. Артемий, прошу вас. Ну, нам кажется, что в этом городе еще есть трамвайный завод. А теперь, внимание, правильный ответ. Артемий, я начинаю вас изучать, к вам привыкать, и вот к какому выводу я прихожу. Интересно. Для вас самое главное не озвучивать правильную версию на первой секунде. Потом вы ее поменяете на противоположную. А вот когда вам не опосля, а вовремя приходит правильная мысля, то все получается хорошо. В городе Усть-Ката в Челябинской области нет трамвайных маршрутов, но есть трамвайные линии, потому что там есть, посмотрите на экран, вагоностроительный завод, где делают трамваи. А трамвайная линия строилась для обкатки новых вагонов. Госпожа Шутова, Да. что с вами происходит? Какой Мосфильм в небольшом российском городке? Киностудия просто. Ну почему нет? Ну это же Москва все-таки. Да, это Мосфильм, Москва. да. Но студии не только в Москве есть. Да, Мосфильм в Москве. другие Хорошо. студии. 2-1. Уважаемые телезрители, в экспериментальной серии участвуют 6 троек знатоков. 3 тройки Дмитрия Авдеенко, Дарины Сибуль и Михаила Муна не задействованы в этом мини-сериале. А вот тройки Дарьи Любинской и Кима Галачана очень заинтересованы в результате. Ведь если знатоки сегодня одержат победу, одна из этих троек сыграет в финале мини-сериала вместе с тройкой Анастасии Шутовой. А пока счет 2-1 в пользу телезрителей. 4-й раунд. Уважаемые телезрители, напоминаю вам, что у главной тройки кресло красного цвета, а у приглашенной черного. Господин Галачан, скажите, почему, на ваш взгляд, Анастасия пригласила вашу тройку? Ведь существует поверье мужу и жене, что где когда вместе за стол лучше не садиться. Ну, я не знаю, кто создал это поверье, господин ведущий. Я. Хорошо. Ну, мне кажется, что мы просто много вместе играли, и Настя с Юрой, и со мной, собственно, и это, наверное, ключевой фактор. Ну, Давайте со стрелкой разберемся. вот, да. Поэтому Санкт-Петербург. с кем
Ким, не ну нужно давайте долго так, нащупывать вот связи. чтобы вы не думали, что я это напридумывал, вы же 7 лет назад играли вместе с Анастасией. Да. Результат помните? Помню. 3-6. Но мы тогда с листа сели, сейчас мы хотя бы громкость калибровали. Сегодня без листа. Санкт-Петербург. Против вас играет менеджер Анастасия Парфенова из Санкт-Петербурга. Можете не записывать, просто послушайте. Несколько отрывков из стихотворения Томаса Мура. Послушай предание. Русалка, жилица холодных зыбей, в прекрасного мужа была влюблена. О нем на камнях тосковала она. А он, бессердечный, был холоден к ней, и век бы сидеть ей у черных камней, да Бог за любовь ее вознаградил. И как бы проснувшись от тяжкого сна, вздохнула легко и свободно она. Посмотрите на экран. Это иллюстрация к этому стихотворению. Внимание, вопрос. Что так появилось согласно тому преданию? Во что превратилась русалка? Ребят, похоже на арфу. Ребята, у нее там, ребята, у нее там цепь слева. Видите, внизу слева цепь. Корабельная фигура носовая? Гальюнная фигура. Может быть, И она смогла не сидеть, она смогла плавать. В этом смысл, правильно? Очнувшись ото сна, так, хорошо. Нет, нам дали просто изображение. Давай все еще. Ну, она в чем? Она как будто сеть там на ней. Что на ней? Вздохнула, легко и свободно. Сидит на какой-то огромной скале. Смотрите, а водопад какой-то Легко и появился. свободно. Она зазвучала, может быть, вот русалка как Андерсон была понимает. Но вот арфа музыкальный инструмент. Арфа, понятно, хорошо. Что Я вижу, Друзья, что еще мужчина может носить с собой, так что вот постоянно? Гитара, В тот момент. А если Парус он, какой-то, это что-то парус, неодушевленное, кружка. возлюбленный, типа снеговик, что-нибудь такое? Айсберг. Айсберг. парус появился, в Амур. принципе. Это вообще англичане. Непонятно, что... Ким, непонятно, что они моряки и не моряки, да? То есть как Ну, будто бы да. на море... Итак, отвечает Александр Мосягин. Александр Мосягин. Прошу вас. Давайте предположим, что так появилась арфа. Да Бог за любовь ее вознаградил, он в звонкую арфу ее превратил. Происхождение арфы Томас Мур, Александр Мосягин, 2-2. Господин Элькис, добрый вечер. Как ваши дела? Прекрасно. Денис, вот ваши партнеры по прошлому сезону, можно пообщаться немножко? Ваши партнеры по прошлому сезону пользовались у лидеров троек повышенным спросом. Смотрите, в первой игре Дмитрий Филиппов, сегодня Денис Мишин. Кстати, по-моему, он сейчас первым сказал эту версию. Скажите, Денис Элькис, для вас полезно посмотреть на их игру со стороны? Очень полезно. Мне кажется, я когда смотрю на их игру со стороны, я вижу, что они... Мне кажется, что они лучше играют, чем обычно. Но это хорошо, мне нравится. Госпожа Петрунько, вот я, например, добрый вечер, я не могу сказать, что играя в своей команде Артемий Анцупов как-то сильно выделялся. А на прошлой игре и сегодня, это просто продолжается его звездный час. Оксана, вы как опытный игрок, можете объяснить, с чем это связано, в чем причина? Почему вдруг он стал таким заметным? Вообще, мне кажется, люди растут во время игры, набирают опыт, становятся все более и более интересными. И это прям то, что происходит на наших глазах. Ну, а то, что сейчас происходит такая перегруппировка или просто есть возможность поиграть в новом составе, это очень интересно для клуба. Клуб – это то место, где все общаются со всеми, все играют друг с другом, и это вот одна из возможностей, она дает возможность раскрыться в желании. И проявиться как-то по-новому. Абсолютно. Спасибо, Оксана. Мы продолжаем игру «Пятый раунд». Господин Анцупов, а с чем вы связываете то, что в прошлый раз игра у вас явно пошла? Да и сегодня, кстати, пока тоже.
Не знаю, господин ведущий, как это сказать. Мне кажется, что я стараюсь хорошо играть и появляться. Просто, возможно, так получается, что, может быть, вопросы как-то мне ближе или настроение как-то лучше. Мне сложно сказать. Артемий, я слышал, что лет 10-15 назад вам приходилось играть в одной студенческой команде вместе с Кимом Галачаном. Было дело. И говорят, вам было сложновато вместе. А как сегодня? Сложновато или нет. Мне было с господином Галачаном замечательно играть. А вот можно спросить Яниса Цицурака, например, как ему было с нами за столом. Это со стороны, наверное, виднее. А сейчас, господин Гиязов, ваш звездный час. 13-й сектор выпал. Интернет против знатоков. Сегодня в 13-й сектор поступило 102 628 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас будет играть Евгений Строителев, поселок Некрасовская, Ярославская область, инженер. Уважаемые телезрители, в этом сезоне в 13-м секторе тоже будет эксперимент. Вы можете узнать правильный ответ на вопрос раньше знатоков и следить за обсуждением, зная ответ. Для этого сканируйте QR-код, который вы видите на экране. Готовы? Внимание, вопрос. 2 раза в год я занимаюсь одним делом, для которого я использую 4 бумажки с написанными буквами. ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ. Что это за дело? Досрочный ответ, господин ведущий. Досрочный ответ. Да, Юрий Филиппов. Не дали посмотреть на QR-код Мы можем телезрителям. с вами бессовестно. поговорить, но Юрий Филиппов готов отвечать. Прошу, Юрий. Что за дело? Это смена резины с зимней на летнюю, с летней на зимнюю. Задняя левая, задняя правая и так далее. Я даже не успел на QR-код телефон нанести. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Смена колес. Смена колес 3-2. 3-2 в пользу знатоков. Юрий Филиппов приносит еще одну дополнительную минуту для своей команды. Шестой раунд. Господин Филиппов, вы 14 игр провели вместе с Анастасией Шутовой. Как вы оцениваете ее как лидера? Вам комфортно с ней? Мне очень комфортно. Всегда или когда она лидер? Всегда. Господин Мишин, а у вас обратная ситуация. Вы ни с кем из этого состава никогда раньше не играли. У вас какие впечатления от игры с новыми партнерами? Я чувствую себя защищенным опытными игроками. У нас уже просто несколько этапов. Вас защищает Мосягин, Мосягин защищает Степанов с Паташовым, Ливны. Против вас играет юрист Андрей Колесников, город Ливны, Орловская область. Господин Мосягин. Да, господин ведущий. Скажите, а сколько вам лет? 38. Молодой еще. Внимание! Портрет мужчины 44 лет. Перед вами картина голландского художника Говарда Флинка 1637 года. Одна деталь на этой картине спустя какое-то время исчезла. Внимание, вопрос. По какой причине это произошло? И что исчезло там? Седые волосы могут быть в бороде, что они они исчезли? А? Выцвели просто, Ну если как-то вот да, на можно... картине, ребята, исчезли, на самой картине. Но седые волосы... Шляпа. Сказали, что... А что так? Ребят, Какие смотрите, здесь там детали? кому-то Воротник шляпы, как будто, какой-то. смотрите. Перо?
Не, вот смотрите, край шляпы, посмотри, как будто... Скажи сюда. Как будто край шляпы, посмотри, как будто там чуть не хватает. А почему? Не знаю, что 44 года, как это Молодой, женился, развелся, завец. Сбрил бороду, сбрил усы. Что случилось? Что исчезло тогда? На картине. Нос красный, А он мог, я румянец не знаю, пропал. ну подожди. Вам не нравится, что Сейчас у нас картина и со временем выцвела? А может ли выцветать белая краска? Может, наверное. Я думаю, что может. Хорошо. Какой-то, я не знаю. Причина Она и что? исчезла как-то сама, да, то есть ее не закрасили. Что-то выцвело, например, от времени. Как кольцо на шее было, не знаю, развелся он или овдовел. Давайте попробует ответить Юрий Вы Филиппов. раньше времени будете отвечать? Уже все, извините, да, это я. Да, прошу. Давайте попробует ответить Юрий Филиппов. И у вас 2 минуты на размышления дополнительных, и вы все равно не пользуетесь ими. Ну, прошу вас, Юрий. Есть предположение, что была седина в бороде у мужчины, а потом как-то выцвело это все, и борода осталась не седой, а равномерно темной. Юрий, как вы считаете, и ко всей команде обращаюсь, если это с картины исчезло, там это есть, а то вы все обсуждали, сейчас же, раз исчезло, значит, этого на картине нет. Как будто бы нет, да. А вы это разыскали. Нет, ну борода еще, седина, выцвела, понятно. Как бы вопрос-то был основной, по какой причине это произошло. Свет падал, да? Ну, выцвела, да. Краска была не... Так, ну хорошо, как-то, госпожа Шутова, вы знаете, как-то вы к хорошему вопросу отнеслись поверхностно, минуту дополнительную не берете, я не пойму, вы их солить собираетесь, эти минуты. Скажите, а в зале есть какие-то версии по этому поводу? По какой причине это произошло? Что-то исчезло в 17 веке. Возможно, у него была рука с обручальным кольцом. Или Да. тюльпан убрали с картины. Тюльпаны были Тюльпан. популярны. Мгм. Понятно, так. А что вообще бывает на картинах, спрошу я у знатоков? Подпись. Да что вы? Да вы что? Была, оказывается, подпись бывает на картинах. Вот оно в чем дело. Внимание, правильный ответ. Творчество Флинка, возможно, вам и не знакомо. А каких голландских художников 17 века вы знаете? Рембрандта. Манера художника напоминает стиль Рембрандта. И это неудивительно, ведь Флинк был его учеником. Чтобы выдать картину за работу Рембрандта и продать подороже, с портрета удалили авторскую подпись Флинка и заменили поддельной подписью Рембрандта. Цена картины резко возросла. 3-3. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Андрей Колесников из города Ливны. Уважаемые телезрители, по окончанию этой игры лучшему знатоку будет вручен хрустальный атом, традиционный приз от госкорпорации Росатом. Определит лучшего Андрей Тимонов. Андрей, еще одна цель экспериментальной серии – посмотреть на новых лидеров. Вы что-то подмечаете нового, непривычного с этой точки зрения? Непривычно это отсутствие давления авторитетов. Отсутствие давления традиционных капитанов с богатым опытом, иногда с не самым простым характером. Вот. Андрей Анатольевич, прости. Да, а что дает возможность раскрыться и играть легко. Кажется, знатоки не стараются играть, а просто играют. Это, собственно, и является поводом для того, чтобы проявить новые качества. Ну, Анастасия Шутова, кто бы в прошлом году думал об этом, что она может, ну, так сказать, лидировать всех знатоков. Сейчас у нее так это очень классно получается. Поэтому думаю, что новые правила, конечно, ведут к тому, что у нас будут появляться новые герои. Спасибо, Андрей. 7-й раунд. Господин Козлов, скажите, пожалуйста, вот я сейчас к магистрам обращаюсь. А вы в этой ситуации брали бы дополнительную минуту
Да, конечно, я и одну бы брал, и, может быть, если бы мне понравилась версия, то еще одну, потому что было понятно, что то, что мы придумали с сединой, например, если бы я играл, это неправильно, и должно быть что-то понятное, и найти можно ответ. Здесь жалко, что ребята не взяли. Господин Поташов, а вы бы как поступили? Я пожалуй, понимаю, что вы не любите никого осуждать, но тем не менее. Я, пожалуй, помолчу во избежание давления авторитетом. Господин Друзь, Великий Новгород, все-таки спрошу у вас. Я согласен с Козлом. Да ты что? Бывает. Ну хорошо. Против вас играет менеджер Ирина Фомина, город Великий Новгород. Посмотрите на экран. Перед вами экспонат из коллекции музея Фаберже. Свинка эта из серебра и песчаника. Внимание, вопрос. Для чего предназначался этот предмет? Точить ножи. Ребята, может, карандаши может пятки скрести, да? Вот как мы пензу используем. Оно шершавое. Я не понимаю. Вот, ребят, как два пальца вставляют. Как два пальца сверху вставляют. Это можно повесить на шею, например. Ну что-то подвесить. Песчаник дешевый материал. Подвесить это можно. Мне нравится про шершавый, что ты точишь, либо... А стирать что-то, как пластик, ребят? Да, вот. Ну, так не сотрешь там и чем еще. Смотрите, это можно действительно на шее носить с собой внутри, всегда. ребят. Не обязательно. Может продеть туда, веревочку. Для песка. А это как пилка. Посыпали раньше. А зачем? Чернила, промокашка. Как промокашка. Да, но песчаник, он твердый, он не будет так... Может, как-то монетки начищать. А что еще можно... Можно чистить серебро. То есть прям кажется, что пальцы вот так вот вставляются, и ты что-то делаешь. Давайте еще минутку подумаем. Еще подумаем. Но пока не расслабляйтесь. То есть вот она серебряная и совсем простая. Может быть, ребята, что-то ножи начистить, например. Да, вот были. Итак, кто отвечает? Господин Дуч, тут бы мы хотели взять, наверное, минуту еще. Дополнительную минуту. Я вам повторю тогда вопрос. Спасибо. Так, перед вами экспонат из коллекции музея Фаберже. Свинка эта из серебра и песчаника сделана. Для чего предназначался этот предмет? Масштаб непонятен. Ребят, смотрите, послушайте. Она точно должна стоять на столе, скорее всего, потому что, посмотрите, у нее ножки, да, а ее никуда не подвешивают. На столе она стоит, у тебя там перья, карандаши, явно какой-то абразив, оно твердое. А может реально перья? То есть, чтобы ты наточил перья? А перья ножом точно, перья ножом точно. Ребят, вам не нравится точить ножи сами? Штучка ну вот как абразивный материал. Ну, чтобы пальцы вот так вот держать. Ну, не похоже, она какая-то длинная. Если карандашница, и ты грифель просто точишь. Не затачивая сам карандаш. Так же не будет работать. Ты, наверное, работаешь. Некуда прижимать бумагу. Пресс папье непонятно. Сверху бачок такой кругленький. Друзья, что шершавое, красивое мы можем поставить на письменный стол. Зачем? Или блюдо пресс папье, но это не специально. Там как будто что-то внутри есть, но это не чернильница. На что можно перец наточить, я не знаю, раскалывать. Перья металлические. Салон. Что есть? Песок и песок, точилка. Итак, кто отвечает? Давайте Артемий Ансупов ответит. Артемий, прошу вас. Мы вспомнили командой, что... Двумя тройками, извините. Мы вспомнили, что раньше при письме, нам кажется, что это канцелярское приспособление, использовали песок, чтобы посыпать написанное, чтобы не было клякс, не растекалось. И вот нам кажется, что вот здесь вот наверху как раз-таки щель, чтобы как раз-таки эту свинью использовать как такую песочницу и посыпать написанное, свеженаписанное пером. А в этом случае шершавый это для чего? И Александр Мосягин и Анастасия Шутова справедливо замечали, что бока шершавый. Да, мы замечали, что бока шершавые, возможно, можно подтачивать перо, например, в процессе. Господин Мосягин, ну так как версия ваша, вот возьмите ручку, как будто, ну вы же вычислили, что там что-то сверху, вот посмотрите на картинку, сверху что-то вставляется. Вы думаете, что это карандаши? Мне кажется, что пальцы удобно так держать, чтобы было удобно зажимать. Нет, вот скажите, а вот представьте, что ручка это какой-то неизвестный предмет, который вам и надо придумать. Как можно что-то делать по шершавой поверхности? Вот что нужно делать с предметом, который стоит в верхней части? Водить. Спички, да, для зажигания спичек.
Что я вам подсказал сейчас? Что туда что-то вставляется. И Но это очевидно. Там же, вы же сказали, карандаши, по-моему, даже кто-то. Нет, к сожалению, это не я говорил. Не вы. Внимание, правильный ответ. Это экспонат из музея Фаберже в Санкт-Петербурге. Это спичечница. Внутри стояли спички, а зажигали их о шершавые бока свинки. 4-3 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Ирина Фомина из Великого Новгорода. 8-й раунд. Анастасия, ну как-то качнулась в другую сторону у вас. Ну и такое бывает. Господин Галачян, помните, в марте вы мне задавали вопрос, будут ли во второй игре мини-сериала вопросы сложнее, чем в первой? Было? Тогда я затруднялся ответить. А как бы вы сегодня ответили на этот вопрос? Ну, из того, что выпало, по крайней мере, господин ведущий, вопросы являются такими, с которыми мне обычно сложно. То есть это вот про приспособление, Красноярск, например. Вот. Ну, может быть, с этим будет попроще. Против вас играет дизайнер Александр Линев из Красноярска. Госпожа Шутова, нос у него широкий, как у тамбовского мужика. Он, как Иванушка-дурачок, только притворяется неуклюжим. На самом деле очертания его тела круглее, женственнее, чем у многих других. Он похож на яйцо, и раздавить его так же невозможно, как яйцо рукой. Внимание, вопрос. О чем почти 100 лет тому назад так сказал один русский писатель? Ледокол, может быть? Ледокол, да, типа невозможно раздавить, и он не подается. Да, не будет корабля. А как у тамбовского мужика, то есть почти 100 лет назад, 1200 какой-то. Ну да, да. И раздавить невозможно, 1920 потому год, что нормально. Нос широкий, у них действительно широкий нос. А что-то яблоко, что-то еще. Про что? То есть о чем? Круглое с Около 100 носом. лет назад. Круглое с носом около 100 лет назад. С рыбами Нос? какими-то. Как-то на бегемота, его не надо давить. Паровозы все раньше. Ребят, Чуть популярный- потише, пожалуйста. Почему женственные очертания? Можете мне объяснить? Нет. Нет, просто округлые Ну, то какие-то, есть да, вы- менее заостренные. Полярный корабль, там храм как был устроен. Может, Ну, чтобы- про конкретные это сказано. Слушай, Как юбки женские, Ну, вообще не есть знаю. скотч, который Давно уже не выдавливают было. из языка, но 100 лет назад он был и 200 да. лет назад, и 300 лет назад. Чем у многих, чего там нежнее, чем у многих. Дирижабль, ребят, дирижабль какой-нибудь, если 100 лет назад. Но там сразу очертания. Непонятно про нос издание. там, Нос там нет такого. А, Было Что 100 лет еще назад мы хотим дирижабль давить? летали, Что Да, можем да, давить? ну, Да? вроде Или лучше. ну, Педагог да, физический, там есть да, другие, который которые хотят. Итак, кто отвечает? Отвечает Юрий Филиппов. Юрий, прошу вас. Давайте предположим, что это ледокол. Теперь, внимание, правильный ответ. Евгений Замятин так описал ледокол. У него округлая корма и нижняя часть, поэтому вот вы спрашивали, почему. Поэтому, ну вы ответили. Итак, Юрий, поздравляю, 4-4. Господин Тимонов, Андрей, вы представляете себе, в каком психологическом состоянии находятся знатоки, если Александр Мосягин говорит 100 лет назад, значит 1200 какой-то год? Мне кажется, Он, конечно вы же, понимаете? оговорился. Конечно, оговорился. Ну, просто, вы понимаете, уровень нервного напряжения. Александр, вы так нервничаете? Ну нет, наверное, я так плохо считаю. Реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков, вам надо присылать вопрос на игру либо по электронной почте вопрос@tvoигра.ру, либо по почте на Королева 12, либо заполнив специальную форму на нашем сайте tvoigra.ru. Господин Гияз, я, конечно, понимаю, что вы за телезрителей, но, с другой стороны, если знатоки победят, то через неделю будет финал. Телезрителям-то это тоже хорошо. Как вы считаете? Я считаю, так и так хорошо. Если сегодня телезрители победят, ну это по умолчанию хорошо.
Если вдруг, не дай бог, победят знатоки, То это, не дай бог, тоже хорошо. То на следующую игру приедут академики и академия телезрителей. Я встречу своих прекрасных знакомых. Мне будет очень приятно, но игра будет, конечно, серьезная. Но подождите еще сдаваться-то раньше времени. Джейрах. И против знатоков играет школьница Роза Мамилова. Село Джейрах, Ингушетия. В романе «Золотой теленок» упоминается разговор двух звезд. Как же они разговаривали, по мнению Ильфа и Петрова? С помощью чего общались? Азбука Морзе, они же мигают друг другу. Телеграфом. Хорошо, а если звезды, театральные звезды, кинозвезды? Цитатами? Цитатами. Две звезды из ролей каких-то. С помощью чего общаются? Ребят, если это отсылка звезда с звездой говорит, ну как будто бы там нет, да, ничего? Это как Ильф и Петров, два автора, две звезды. А молчание можно общаться как-то молчанием? Молчанием. Паузами? Через огромное расстояние. Смотри, что у нас есть визуально. Если это немое кино, то они общаются музыкой, да, там условно. Ну, как с субтитрами, вот это вот, как субтитрами тяжело. Субтитрами не знаю. Язык жестов. Танцем. Какие еще могли быть способы общения в 1920-30-х? Да, очень хорошо. Язык жестов, если это морские звезды, ну типа Петюня, но это лучше Морзе. Можно лучше, чем все остальное. Прошу. Тяжело выбирать свою версию. Я отвечу, господин ведущий. Прошу. Попробую. Что они общались азбукой Морзе. А теперь, внимание, правильный ответ. Обратите внимание, сколько потенциальных лидеров у нас. И Ким Галачан говорит, что отвечать. Александр Мосягин тоже может какую-то тройку возглавить, потому что четко говорит, что отвечать. Анастасия Шутова внимательно всех слушает. Она дает версии. У Ильфа и Петрова звезда говорила со звездой при помощи азбуки Морзе, зажигаясь и потухая. 5-4. Госпожа Любинская. Добрый вечер, господин. Добрый вечер. Как у вас настроение? Вы готовитесь играть в финале? Господин ведущий, я думаю, что Анастасия тут заложница обстоятельств немножко. Дарья, ну вот как вы считаете, вот смотрите, когда вы играли, да, с Анастасией, то ваша тройка вела себя спокойно. Где надо помогала, где надо не мешала. А здесь единственный уравновешенный игрок Юрий Филиппов и Денис Мишин как-то сегодня притих. А в принципе бурная команда получается. Так это может быть может хорошо. Быть, может, с вами проще? Это нужно у госпожи Шутовой спросить. Ну, может быть, да. 10-й раунд. Уважаемые телезрители, я поясню, о чем мы сейчас с Дарьей перешептывались. Если знатокам удастся сегодня победить, то через неделю состоится финал мини-сериала Анастасии Шутовой, на который Анастасия сможет пригласить тройку Кима Галачана на выбор или тройку Дарьи Любинской. А вот если сегодня победят телезрители, то через неделю начнется мини-сериал с другими главными героями. Но пока все складывается для вас хорошо, 5-4 в вашу пользу. Где там Суперблиц? Что-то как-то он сегодня не с нами. Учкудук. Против вас играет учитель Сарвар Касимов, город Учкудук, Узбекистан. То, что там впервые произошло в 1956 году, позволило увидеть утраченные артефакты, конструкции старинных зданий, хотя цель этой инициативы была сугубо практическая. Внимание, вопрос. Что же там произошло тогда впервые? И где же именно? Ребят, может,
Метро Озеро начали осушили. строить. Озеро осушили. Озеро Очень осушили. хорошо, А да. где именно? Рыбинск? Рыбинск. Нет, Затопили деревья. ну на реке. Вопрос на реке. повторите, что там Что там произошло? произошло и где? Ребят, может быть, в Ташкенте Давайте поймем, где Может быть, в строили. Ташкенте Друзья, Семипалатинск и испытания, может быть? Первые. Смотрите, строили без либо налет, либо раскопки, Ребята, правильно? конструкции старинных зданий. Увидеть действительно на Каспийском море нет такого. Там часто, когда... Практическая цель. Слушайте, а вот Аральское море, то, что его как-то, оно постепенно само ушло. собой. Какая первая ГЭС? Первая ГЭС. Смотри, Нет, в 56 году уже было много много, гидроэлектростанций. да. Там Впервые. Что там испытывали? А там, в Узбекистане? Много. Хорошо, ребят, метро рыли, Много запустили раз метро. происходило. Это больше двух раз происходило. Ну, тогда на Енисей. Опустился ГРНУ куда-то. В Помпех что-то раскопали, господи. Несколько раз Помпех могли раскопать Слушай, а что-то может впервые? быть, Кустов погрузился? Раньше? Сильно Брылов писал. Итак, кто отвечает? Давайте, господин Еще ведущий. минуты есть у вас. Да, у нас есть минута. И давайте я попрошу вас повторить вопрос, и мы возьмем еще минуту. Итак, знатоки берут еще одну сэкономленную минуту на размышление, теперь у вас их не осталось. То, что там впервые произошло в 1956 году, позволило увидеть утраченные артефакты, конструкции старинных зданий. Хотя цель этой инициативы была сугубо практическая. Что же тогда там произошло впервые? И где же именно? Именно погружение. Если Кусто нырял впервые. А там Он вроде где бы там? раньше был. Если увидеть, может, осветили что-нибудь осветили. Кстати, метро в Риме хорошо. Потому что А в Риме есть метро? Есть Оно метро, и подземное? они выроют очень долго, потому что все время натыкаются на артефакты. Да, вот Вот в Утраченное Риме хорошо. А в хорошо. Афинах есть метро? не знаю. Есть, по-моему. Да, в Там Афинах и- точно есть Ну, метро. там сказали, там но- впервые в 56 году, то есть это не значит, что это в принципе впервые, а А именно у там нас впервые. где-то метро в Питере могло В быть? Питере раньше Строят строили. утраченные Там нет артефакты. утраченных артефактов. Все. Хорошо. А как выбрать между градом и Рим? Ну, это мы пока не больше знаем. Смотрите, олимпиады Впервые. какие-то. То есть это делали много раз. 56 год, Петр Мельбурн, по-моему. Где вообще археологические раскопки? Там Вообще, говорят, там, я не много. знаю, Древняя Греция. Египет и античность. А у нас, если у нас, то где? Новгород. Что Новгород впервые нет метро. произошло? Я пытаюсь понять, Там как уже будто бы нормально разовые покопали действия, вроде. которые раскрыл артефакт. Хорошо, Рим, А потом метро. было еще раз. Видимо, да. Пока из того, что есть, это повторяющийся. Рим больше, чем Афины? Больше. Итак, пора отвечать. И отвечает Давайте Ким Галачан ответит. Ким Галачан. Подумайте и ответьте. Подумать. Ну, коль скоро нам говорят, что в 1956 году это произошло впервые, значит, потом там аналогичное действие повторялось. Поэтому там какие-то масштабные строительные работы, типа строительства ГЭС, это не очень подходит. Вот. Давайте к правильному ответу продвигаться. Да, поэтому мы думаем, что речь идет о строительстве метро. Вот. Вопрос, где, конечно. У нас, конечно, телезрители из Узбекистана, но я не знаю, есть ли метро в Самарканде, условно. Давайте все-таки предположим, что, как мы обсуждали, что речь идет о строительстве метро в Риме. Ну, хотя бы страну вы выбрали правильно. А теперь, внимание, правильный ответ. Вы же осушили, говорили на первых секундах, Верно. но потом куда-то убежали. И где-то едва-едва там Ким Галачан сказал правильное слово уже в концовке, но сам на него не обратил внимания. А в зале есть какие-то версии, конечно, уже с моей подсказки? Госпожа Петрунько, вы что-то показывали, стучали себя в грудь? Я просто очень волновалась. У нас была версия «Асуанская плотина». Правильная версия. Владимир Антохин, прошу. Каналы чистили в Венеции, наверное. Госпожа Шутова, господин Галачан.
Была же чуть-чуть в Венеции, чуть-чуть прозвучало, Ким, вы, по-моему, говорили. Да. Все может быть. В 1956 году, посмотрите на экран, в Венеции впервые осушили каналы. Главная цель была очистка мусора, ила, но исторические артефакты стали бонусом. 5-5. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Сарвар Касимов. Одиннадцатый раунд. Ну что, напряженно у вас получается сегодня. И, конечно, тяжелее сегодня играть, Анастасия? Выходит, что да. С Дарьей Любинской всегда легко. Да. Супер Блиц. Вот это, да. Посмотрите, покажите стол еще раз. Супер Блиц. Господин Галачан, помните, мы с вами про мужа и жену разговаривали? Что-то Волчок как-то, по-моему, за меня. Кто? Ну, подождите, господин ведущий, еще игра не выиграна. Итак, 3 вопроса по 20 секунд размышлений на каждый. Играет один знаток. В экспериментальной серии Супер Блиц может играть только представитель главной тройки. Кто же останется за столом? Давайте снова попробует Александр Мосягин. Александр Мосягин, чтобы одержать победу и вывести свою тройку в финальную игру, Александр должен ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Николай Ездаков из Пятигорска попросил показать вам, Александр, изображение одного географического объекта в непривычном для нас виде. Николай интересуется, что это? Господин ведущий, давайте я досрочно предположу, что это Антарктида без ледников. Абсолютно правильный ответ. Продолжаем Супер Блиц. Внимание, вопрос второй. Евгений Романов из Кагула попросил показать вам наскальные рисунки, которые ученые обнаружили на севере Африки. Сделаны они были в разные периоды до нашей эры. Евгений интересуется, а чьи изображения появились на подобных рисунках только в 1 веке нашей эры? И почему? Итак, чьи изображения появились на подобных рисунках только в 1 веке нашей эры и почему? Чьи изображения вы видите? Ну, мы видим изображения разных животных на севере Африки, насколько я помню. И людей. И людей. Угу. А чьи изображения это до нашей эры? А в 1 веке чьи изображения появились? Только и почему? В 1 веке, кажется, на севере Африки была уже Римская империя. Наверное, там уже появлялась какая-то пустыня. Давайте предположим, что самое характерное животное пустыни – это верблюд, но до нашей эры их там не было, а потом люди их привели. Верблюд? Ну, я предполагаю так. Внимание, правильный ответ. Александр, ну, раньше на севере Африки водились крокодилы, жирафы, буйволы. Да. И только в 1 веке нашей эры на наскальных рисунках
появились, посмотрите, сейчас вам покажут. Верблюды, потому что климат со временем изменился, и саванна превратилась в пустыню Сахара. Александр, вам доводилось бывать в пустыне? В пустыне нет. А в саванне? В саванне, кажется, тоже нет. Максимум в степях. Ну что ж, вы дошли до третьего вопроса, решающий третий вопрос. Человек, оказавшийся там, в этих местах, дважды испытывает острую радость. В первый день, когда думает, что попал в рай, и в последний, когда он, наконец, удирает из этого ада. Евгений Романов интересуется, о чем так написал один путешественник. Прошу, Александр. Мне не очень нравится... О каких местах там? О каких местах? Ну, да, там, в этих местах, в подобных местах. Давайте подумаем, давайте предположим, что речь идет о каких-то изолированных островах. Вот ты попадаешь на остров, тебе кажется, что здесь все для тебя, и дальше тебе становится очень тоскливо без людей. И когда ты покидаешь это место, ты очень рад, когда тебя оттуда забирают. То есть вы в пустыне не были, в саванне не были, и, видимо, там тоже не были. Ну, у меня была идея космос, но это не вяжется ни со словом путешественник, ни со словом места. Теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Шутова, а у вас есть версия? Нет? Господин Галачан, а у вас? А я специально не думал, господин ведущий. Господин Мосяй. Да, господин ведущий. Рай, где зелено, поют птички, а на самом деле жара, духота и огромное количество опасностей. Радость в первый день, когда туда попал, и в последний, когда покидаешь это место. Путешественник Аркадий Фидлер так написал о джунглях. Пустыня, я же вам говорил, пустыня, саванна, вам нужно было продолжить ряд о джунглях. 6-5 в пользу телезрителей. Еще становится 6-5 в пользу телезрителей. Тройка Анастасии Шутовой не смогла обыграть телезрителей, несмотря на помощь тройки Кима Галачана. Вот имена телезрителей-победителей. По 100 тысяч рублей получат Михаил Лоскутников из Углича, вопрос о женах. Нана Ксаниди из города Салоники, вопрос о скамейке. Ну просто отдали этот вопрос. Андрей Колесников из города Ливны, вопрос о подписи. Ну вы вообще не подумали, какие-то были расслабленные на подписи. Ирина Фомина из Великого Новгорода, вопрос о приспособлении для спичек. Сарвар Хасимов из города Учкудук, вопрос о Венеции. И Евгений Романов из Кагула, вопрос о джунглях. Ну, здесь суперблиц, может быть, все. Господин Тимонов, кто сегодня получит хрустальный атом? Кто был лучшим? Знаете, господин ведущий, я когда сегодня шел на игру, думал о том, что по новым правилам на переднем плане всегда будет лидирующая тройка. И поэтому я думал, что я сегодня обращу особое внимание на приглашенных. И вот из числа приглашенных мне очень понравился Юрий Филиппов. Юрий Филиппов, хрустальный атом ваш. Господин Гиязов, кому достанется приз за лучший вопрос? Сегодня есть из чего выбрать. Но лучшим вопросом, с моей точки зрения, станет вопрос о подписи и о картине подписи. И Андрей Колесников из города Ливны получит дополнительные 200 тысяч рублей по банку. Андрей, поздравляю вас. Госпожа Шутова, к сожалению, на этом ваш мини-сериал заканчивается. Вашей тройке придется передохнуть.
А чей мини-сериал начнется, мы сейчас узнаем. Спасибо вам за игру. Итак, на следующей игре начнется новый мини-сериал. И мне предстоит сейчас выбрать главную тройку, которая на ваших глазах озвучит, какую тройку она пригласит на свою первую игру. Ну, сначала слово мое. Главной тройкой через неделю будет тройка Михаила Муна. Михаил, вы можете пригласить тройку Дмитрия Авдеенко, Кима Галачана, Дарины Сибуль или Дарьи Любинской. Прошу, кого вы выбираете? Дарина Сибуль. Дарина Сибуль.